Это Gexa Charger, новая зарядка для 1С аккумуляторов от Beta FPV. На рынке 1С зарядок у нас по факту до сих пор было всего два успешных решения. Это Wi-Fi Wustor 3, да, и у нас еще был не так давно появившийся GePro-C VuPower. Остальные же варианты либо не дотягивали по точности, либо были просто неудобными. Beta FPV тоже решили зайти в эту нишу, предложив сразу два варианта своей зарядки. Но давайте сразу разберемся с ценами, чтобы понять, насколько это выгодно. Обычная версия Gexa Charger стоит $25. Pro-версия, которая вот сейчас у меня в руках, стоит $30. Ну и для сравнения, тот же самый Wi-Fi Wustor стоит в районе $33, а GePro-C стоит в районе 35, если я правильно помню. Вот сейчас вот здесь я покажу все эти цифры. Как видите, разница всего несколько долларов. Получается, эти устройства одной ценовой категории, поэтому никаких поблажек за бюджетность сегодня мы делать не будем. Мы будем спрашивать с Бета так же строго, как и с лидеров рынка. Стоит ли эта копеечная экономия, чтобы менять свой привычный Wi-Fi на Beta FPV-шную зарядку, сейчас выясним. Первое впечатление. Зарядка реально очень компактная. Она заметно меньше и по площади, и по высоте, чем GePro-C или даже Wi-Fi. Весит зарядка всего 115 грамм в версии Pro и 109 грамм в обычной. Это отличный показатель для тех, кто пытается сэкономить каждый грамм в своем полетном рюкзаке. По корпусу и сборке претензий нет никаких. Собрано добротно, ничего не скрипит, не люфтит, все подогнано замечательно. И в целом сборка мне нравится. Чувствуется монолитно, как законченный готовый продукт. Единственный спорный момент — это вот эта глянцевая верхняя панель, которая моментально заляпывается отпечатками пальцев. Ну, я думаю, вы видите. Но, с другой стороны, особо сильно это заметно только на новой зарядке. Когда она чуть-чуть уже подзаляпается, так сильно становится незаметно. Она становится равномерно заляпана. Но, если вам это будет мешать, вам придется постоянно ее протирать. Теперь немножко о питании. И здесь нас ждет первый важный момент. Вход у этой зарядки только USB Type-C. Портов XT60 или же DC разъема привычного нам здесь нет и не ожидается. Для многих это будет, наверное, минусом, потому что если вы привыкли на ходу заряжать свои аккумуляторы, воткнув в них какую-нибудь 6S липошку, такого у вас не получится. Вам придется либо таскать с собой какой-нибудь пауэрбанк, либо же искать блок питания и розетку. И, кстати, еще один важный технический момент. Даже не думайте колхозить переходник с XT60 на Type-C, чтобы запитаться напрямую от 1С липошки. Потому что обычный Gexa Charger у нас готов принять в себя до 12 вольт, а Pro-версия до 20. Хорошо заряженная, свежая заряженная липошка у нас имеет чуть больше 25 вольт на выходе. И, соответственно, если вы подключите напрямую, вы просто-напросто сожгете свой Gexa Charger. Имейте это в виду. Но есть и интересная особенность в обратную сторону — работа от слабых источников. Если зарядка понимает, что блок питания у нас выдает всего 5 вольт, она не будет пытаться нагрузить его по максимуму всеми, например, 6 аккумуляторами, она перейдет в режим последовательной зарядки. То есть она сперва зарядит один аккумулятор, потом второй, потом третий и так далее. Да, это медленно, но это позволяет безопасно заряжаться даже от старых USB-портов или где-нибудь в общественных местах. Не знаю, насколько это кому-то будет нужно, но такая возможность у нас есть. Экран – это сильная сторона устройства. Цветной TFT-дисплей на 1,3 дюйма очень яркий и четкий. Управление двумя кнопками, все интуитивно. И лайфхак для тех, кто не любит лишний шум: долгое нажатие на правую кнопку выключает бипер. Ну, соответственно, долгое нажатие еще раз включает его обратно. Зарядка имеет 6 независимых каналов, каждый из которых оснащен двумя разъемами BT 2.0 и PH 2.0. Они расположены перпендикулярно друг к другу, что я считаю отличным решением. Случайно перепутать разъемы и устроить короткое замыкание практически невозможно, как это иногда случалось у владельцев Wi-Fi. Важное, кстати, уточнение по настройкам. По аналогии с Wi-Fi, здесь также мы не можем устанавливать настройки на отдельные каналы. Здесь, как у Wi-Fi, настройки тока и режима задаются сразу на все 6 каналов. Вы не можете заряжать одну батарейку, а другую в это время переводить в storage. Если вам нужна абсолютная свобода и индивидуальные настройки на каждый порт, ваш единственный вариант на данный момент — это GePro-C-шный VuPower. Зарядка поддерживает у нас LiPo, LiHV,
Ну, это, соответственно, 4,35 и 4,2 вольта, соответственно. И есть режим Storage. Перевод ваших аккумуляторов на 3,85 вольта. Ток разрядки здесь, кстати, при переводе Storage у нас фиксированный 0,4 ампера на канал. Это неплохо, насколько я помню, тот же Wi-Fi разряжает, насколько я помню, на 0,3 ампера. По точности, Beta FPV молодцы. Погрешность по напряжению заявлена всего 0,03 вольта, и это похоже на правду. Я проверял мультиметром, показания на экране честные. Зарядка не приукрашивает цифры, она просто отбрасывает третий знак после запятой, показывая вам реальное значение на батарейке. Это прикольно. Вентилятор на 6000 оборотов находится вот здесь у нас на задней стороне, справляется отлично. При включении он делает тестовый прогон, а дальше работает в зависимости от нагрузки. По умолчанию он выключен. При зарядке 6 портов на полной мощности шум, конечно, есть, но он не раздражает. Никаких вибраций, никаких лишних шумов от вентилятора у нас здесь нет. Все в порядке. Ну а теперь перейдем к тому, почему эта зарядка подойдет не всем. Обратите внимание, шаг тока заряда 0,5 ампера. И это же, кстати, минимальное значение. Для владельцев, например, 75-х теневупов с аккумуляторами на 450-500 мАч это нормально. Но если вы летаете на теневупы 65 мм с батарейками 260-300 мАч, то 0,5 это почти 2С. А это перегрев, ускоренный износ и сокращение службы работы ваших аккумуляторов. Поэтому, кстати, сегодня я ее и тестирую на 550-х аккумуляторах, для которых это идеальный ток в 1С. Но для микровуперов это может стать серьезным минусом. Насчет тока заряда. Pro версия нам позволяет заряжать все 6 каналов током по 3 ампера. И, кстати, когда я еще на Гепарси делал обзор, я задавался вопросом, кому же нужно 3 ампера на канал для 1С аккумуляторов. И ребята в комментариях подсказали, что это может быть полезно для тех, кто летает на 1С Леонках. Высокоемкие литий-ионные аккумуляторы где-нибудь там на 3000 мАч, на 4500 мАч, вот такие здоровые, да, можно заряжать вот такой зарядкой. Единственное, что к ним надо будет приколхозить какой-то зарядник с разъемом BT 2.0 или PAL 2.0 и заряжать их вот так. Да, действительно, наверное, это удобно. Как происходит работа с зарядкой? Мы выбираем все необходимые параметры. Я вот выбрал режим Storage 3,85 вольта, 0,5 ампера, минимальное значение. И могу долго зажать левую кнопку. После чего зарядка переходит в режим заряда, точнее в режим хранения. Вот показывает красная лампочка, что сейчас она работает. Давайте я попробую показать вам вот так вот. Вот здесь красная лампочка мигает, показывая, что она включена. И сейчас мы просто можем воткнуть в нее какой-нибудь наш аккумулятор. И, соответственно, она начнет работать с этим портом. Но аккумулятор уже у меня находится в режиме хранения, поэтому сразу же все закончился. По окончании ячейка с этим самым аккумулятором у нас подсвечивается зеленым цветом, показывается галочка, что все готово, и показывается ее текущее напряжение. Давайте поменяем режим, остановим этот, включим режим, например, ЛХВ, да, 4,35, 0,5 ампера, и точно так же зажмем. После чего пошла зарядка. Обратите внимание, цвет ячейки поменялся на синий. Ну и вот здесь у нас стрелка, анимация показывает, что в зарядку что-то закачивается. Сейчас 3,88, чуть-чуть ее подзаряжу и покажу, как переходит в режим хранения. В режим хранения, кстати, она может переходить как сверху, то есть если аккумулятор у нас был полностью заряжен, так, соответственно, и снизу, если аккумулятор был заряжен меньше 3,85. То есть в одном случае она его дозаряжает, в другом случае она его разряжает. Это удобно. Так, ну вот у нас 3,89 на ячейку. Можно уже опять-таки остановить процесс заряда. И ставим опять режим хранения. При режиме хранения анимация у нас меняется на стрелку вниз, потому что сейчас мы разряжаемся. И разряжаемся мы как раз вот этими заявленными 0,4 ампера до, опять-таки, указанных значений 3,85 на ячейку. Пока, например, у меня разряжает одну батарейку, я могу воткнуть еще одну и убедиться, что она тоже в режиме хранения, по идее, да. Это 3,83, но тоже считается, что нормально. Единственное, что я хотел бы отметить, что по логике разрядки-зарядки здесь есть некие допущения. Например, 3,84 у меня сейчас вот на аккумуляторе, который мы разряжаем, и он считает, что мы еще не закончили. Ну, а 3,83 на другом аккумуляторе он считает достаточно для режима хранения. Это действительно так, то есть от 3,80 до 3,85, 3,86 это нормальное значение, но как бы хотелось бы видеть точно, что мы зарядились до 3,85. Из хорошего, как я уже сказал, зарядка не округляет, не пытается
нас обмануть, не нарисовать нам 3,85 там, где 3,83. Вот если здесь написано 3,83, и мы сейчас возьмем мультиметр, мы действительно здесь увидим 3,83. Пока я брал мультиметр, как раз первая ячейка закончила свою работу и закончила на 3,84. Ну окей, это тоже допустимое значение. А вот эту ячейку он нам говорит, что он зарядил до 3,83. Давайте проверим. Как я сказал, я это уже делал. Надеюсь, мультиметр в кадре есть. 3,83,9. Как я сказал, гексачарджер просто отбрасывает третий знак после запятой и показывает нам текущее значение. Что еще можно сказать про интерфейс зарядки? Интерфейс очень интуитивный, никаких проблем с ним разобраться у вас не будет, потому что у нас всего, опять-таки, две кнопки. Левая кнопка долгим нажатием это запускает или останавливает работу, а короткими нажатиями выбирает всего три режима, которые у нас здесь имеются. Это, напомню, LiPo, LiHV и режим хранения. Правая же кнопка у нас долгим нажатием выключает озвучку. Долгим нажатием также включает и позволяет выбрать нам ток, которым будем заряжать аккумуляторы. Напомню, это от 0,5 ампера с шагом 0,5 до 3 ампер. То есть 0,5, 1, 1,5, 2 ампера, 2,5 и 3 ампера. После чего циклично переходим снова на 0,5. Как видим, зарядка достаточно простая, поэтому, в общем-то, особо много по ней сказать нечего. И давайте уже подводить некоторый итог. Начну, наверное, с плюсов и минусов, а потом, кому она подходит и кому она не подходит. Первым плюсом этой зарядки я бы назвал все-таки ее цену. Небольшая, но экономия в несколько долларов по сравнению с более популярными конкурентами, может быть, кому-то приглянется. Вторым плюсом этой зарядки это материалы и качество сборки. Зарядка собрана достаточно добротно, действительно хорошо лежит в руках, все приятно, никакого отторжения здесь опять-таки она не вызывает. Пластик приятный, размеры небольшие, все хорошо. Цветной и хорошо читаемый экран, это тоже я бы записал в ее плюсы. Вглядываться, пытаясь понять, что там написано, действительно не придется. Четвертым плюсом этой зарядки я бы назвал это информативное отображение режимов работы. Хотя для заряда я бы, наверное, предпочел иметь не синий там подсветку фона ячейки, например, а какую-нибудь оранжевую, там красную, да, ну, оранжевый фон самой зарядки был бы вообще великолепно. Но в любом случае мы всегда видим, какой режим у нас выбран и что произойдет с аккумуляторами, когда мы их подключим. В нижней статусной строке мы всегда видим напряжение 4,35, 4,20 или 3,85, понимая, что она пойдет в режим хранения или заряда, и видим, что она включена. У Гиперси же, кстати, этого мне сильно не хватает, приходится каждый раз на всякий случай переустанавливать режимы вручную. Ну, а теперь, наверное, перейдем к минусам. И первым, самым главным минусом этой зарядки я бы назвал отсутствие возможности обновить прошивку. В этой зарядке не предусмотрено обновление прошивки, поэтому она всегда будет работать именно в том состоянии, как она была запрограммирована с завода. Вторым минусом я бы, наверное, назвал отсутствие порта XT60. Да, DC может быть не обязательно, но XT60 хотелось бы видеть. Я понимаю, что это сделано в угоду уменьшению ее размеров, но все-таки привычнее с собой таскать одну какую-нибудь липошку, а не какой-то дополнительно пауэрбанк закидывать в сумку. Ну, в общем, тут что поделаешь, только USB Type-C. Ну и третий, самый главный минус этой зарядки – это шаг регулировки тока заряда. Да, минимальный ток, который мы здесь можем выставить, это 0,5 ампера. И очень бы хотелось видеть цифры какие-нибудь приближенные к реальным 1C значениям для ходовых емкостей аккумуляторов. Ну или хотя бы, чтобы просто зарядка начиналась с 0,3 ампера. Но увы. Ну и теперь давайте поговорим, кому ее стоит брать, а кому стоит воздержаться от покупки. Брать эту зарядку я бы, наверное, рекомендовал, если у вас только 75-е, там 85-е теневупы, и вы летаете вот на аккумуляторах там 550, 450, и вам нужна максимально компактная и точная зарядка. В этом случае берите, потому что как раз-таки все свои функции она прекрасно выполняет. Ну и берите, возможно, в версии Pro, на всякий случай, может быть, вам где-то пригодятся эти 3
3 ампера. Кому еще она может пригодиться? Если вы регулярно участвуете в соревнованиях, если вы участвуете в гонках, и батарейки для вас это действительно расходник. А такое действительно бывает. Я знаю людей, которые заряжают на гонках свои аккумуляторы там 300 мАч на 2, а то и 3 Си. Да, Леш, привет. Ну и в таком случае, естественно, вы тоже можете получить чуть более компактное устройство, чем даже Wi-Fi, но 6S лепошку в рюкзаке вам придется заменить на Powerbank или садиться где-то рядом с розеткой. Ну, а кому бы я, наверное, не рекомендовал брать данную зарядку, это людям, которые летают там на 65 мм, 65 мм теневупы и используют аккумуляторы в основном 260-300 мАч, при этом никуда не торопятся в процессе зарядки. Если вы хотите максимально продлить срок службы ваших аккумуляторов, то, наверное, данная зарядка вам все-таки не подойдет, потому что лить каждый раз ваши аккумуляторы 3C это, честно говоря, перебор, особенно если аккумуляторы немножко подуставшие, если они немножко где-то там уже успели постучаться об асфальт. Да, 3C заливать такие аккумуляторы, ну, не самая лучшая идея. Поэтому, наверное, в вашем случае переплатить там $2-3 и купить себе Wi-Fi в Store будет более правильной инвестицией. Ну, а на этом, наверное, по этой зарядке у меня все, что хотел сказать, я сказал. Поэтому всем спасибо, кто посмотрел это видео. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Ну и всем счастливо и всем пока.